Добрый день, салам алейкум. Для меня большая честь сегодня встречаться в стенах Абхазского государственного университета. Это честь для меня, что меня принимают в Абхазии как дорогого гостя. И я вижу, что это не просто традиция, что это искренне. Я посещаю Абхазию второй раз. Первый раз это было почти 18 лет назад, когда я молодым активистом сюда приехал для участия в молодежном форуме в Пекине. Сейчас уже более, скажем, широкий, более глубокий визит. Значит, я бы рассказал немного о своем опыте работы, чтобы вы знали, о чем мы можем беседовать и какие можно будет задавать вопросы. Меня зовут Руслан Курбанов, я из Дагестана. Я родился в горах Дагестана, я лезгин по национальности. Наш народ разделен пополам ровно между Дагестаном и Азербайджаном. До первого класса я не говорил по-русски. И в первый класс я уже пошел на Ставрополье, Ставропольский край, куда переехали мои родители. Я пошел и говорил по-лезгински в первом классе с русскими детками. Вот. Был двоечником весь первый класс, потому что не знал русского языка. Потом выучил русский настолько, что начал говорить со ставропольским говором, как говорил Горбачев. И говорил с таким говором на родном языке, и надо мной смеялся весь мой аул. Вот. Такой был кросс-культурный опыт, значит, получения образования. Закончил Дагестанский государственный университет по специальности мировая экономика, защитил диссертацию по политологии в Петербурге, окончил дополнительно Российскую академию государственной службы по специальности безопасности межнациональных и межконфессиональных отношений, закончил первый уровень, значит, в университете Албунур в Дамаске по арабскому языку. То есть я с кавказоведения перешел на арабистику по направлению дагестанского номинации. Был сотрудником Академии наук в Дагестане. У нас внутри Академии наук был региональный центр политических исследований. Потом перешел на работу в Москве в Институт востоковедения, где стал старшим научным сотрудником, написал ряд работ. После этого попал в Брюссель, где стал научным сотрудником университета Брюсселя. Очень много ездил по Европе, США, Ближнему Востоку, читал лекции в Вашингтоне, в Лос-Анджелесе, в Брюсселе, в Мадриде, во многих городах Европы, в Катаре, в Стамбуле, в Эмиратах, в Дамаске и так далее. Очень хотел бы поделиться с вами этим опытом. Кроме научного университетского академического опыта, я еще являюсь телевизионным журналистом. Создавал программу «Вести Дагестан» в Дагестане, где встретил свою будущую супругу Альбину Курбанову. Тогда она была еще Саидова, молодой амбициозной журналисткой. Она не знала, что самое главное ее карьера – это родить 5 детей и быть спутницей Руслана Курбанова. Она еще тогда мечтала снимать сюжеты и журналистские расследования. Потом я попал в команду Александра Любимова, который вел программу «Взгляд». Может быть, ваше поколение не помнит, но это глыба российского телевидения, один из ее столпов, основателей современного российского телевидения. Мне Всевышний подарил шанс, я был 4 года шеф-редактором его программы «Сенат». Это была программа Совета Федерации. Она и сейчас выходит на российском телевидении. И после этого меня затянуло в ток-шоу, потому что нужны были эксперты по Кавказу, по арабскому миру. А все наши ученые люди, которые знают арабский мир, они все очень стеснительные, все очень, так сказать, благопристойно воспитанные. И они не могли перебивать оппонентов, они не могли доказывать свою точку зрения прям вот таким натиском, как это принято на российском телевидении в ток-шоу. И было самое удивительное, когда пригласили директора Института востоковедения Виталия Вячеславовича Наумкина, доктора наук, значит, академика практически, в студию этого ток-шоу, и он молча просидел от начала до конца, потому что ему не дали слова, а там нужно было слово перехватывать, выхватывать, кричать, перекрикивать, а он к этому не приучен, он академический ученый. То же самое произошло с Аликберовым Аликбером Колобековичем, который на тот момент был заместителем директора Института востоковедения, а сейчас уже новый директор. А во мне, видите, оказался кавказский характер, хасият, как говорят в Дагестане.
атаковать, нападать, какой-то, не знаю, апреческое авантюризм оказался. И эти качества пригодились на площадках ток-шоу, и я там вот уже много лет как бы пытаюсь защищать доброе имя Кавказа, доброе имя мусульманской цивилизации, поскольку апогей, кульминация, скажем, участия в этих ток-шоу и самые жесткие баталии пришлись на период войны в Сирии, когда Россия ввела свой военный контингент в Сирию, и вот в этих противоречиях между боевиками, официальной властью, американцы, Иран, Израиль, Россия, Турция, раздираемое в клочья сирийское государство, которое для меня стало второй альма-матер, где я получал высшее образование, я очень близко через сердце это пропускал. Вот. Как бы боевое крещение, боевой опыт я получил именно на сирийской теме. Чем мы занимаемся еще? То есть первая траектория, по которой я получал опыт, это университетская, академическая, научная. Вторая траектория – это телевизионно-аналитическая, как политическая журналистика. Да? И третья – я активно принимаю участие в общественной жизни Кавказа. Мы в 2007 году создали организацию Российский конгресс народов Кавказа. Это общероссийское международное даже движение, которое объединяет все народы Кавказа, северного и южного, включая русских, евреев, все-все-все, кто живет на Кавказе. И абхазы туда входят. Абхазов в момент создания организации представлял Тарас Миронович Шандер, интеллектуальная группа абхазо-абазского, скажем, сообщества, конгломерата. Вот. И эта организация стала достаточно влиятельной. Мы работаем тесно с администрацией президента России. Один из руководителей входит в президентский совет при Владимире Путине по межнациональным отношениям. Мы работаем на уровне всех Кавказских республик, на уровне закавказских республик. Проводим международные конференции. В Донбайе регулярно проводился молодежный форум, российский форум кавказской молодежи в Донбайе. Многие абхазы, молодые ребята принимали участие в этом форуме, со многими мы там познакомились. И здесь я сейчас, наверное, присутствую как представитель, в первую очередь, Российского конгресса народов Кавказа, потому что мы ищем пути коммуникации, налаживания сотрудничества между народами Северного Кавказа и народом Абхазии. Мы ищем возможность обмена опытом, мы ищем возможности, как сделать наши экономики, системы образования, общественные пространства, политические пространства более современными, более интегрированными на горизонтальном уровне и более отвечающими вызовам времени. Вы знаете, что сейчас рушатся государства, меняются режимы, перекраиваются границы, что перед нашим поколением встают те вызовы, которые не стояли перед поколением наших родителей. От одного из этих вызовов я убежал из Европы. Я прямо скажу, что как научный сотрудник университета Брюсселя уже был кабинет, доступ во все студенческие аудитории, возможность заниматься исследованием. Но я сказал, я с семьей жить в Бельгии не смогу, потому что я не смогу детей воспитывать в этом обществе. Мы там вот как раз с супругой посещали, я встречался с ребятами ингушами, чеченцами, кабардинцами, которые туда переселились. И меня очень глубоко резанули по сердцу слова кабардинца, который сказал: своих детей я не отдам в бельгийские школы, я увезу их в Нальчик, чтобы они стали настоящими кавказцами. Я знаю, с каким трудом там переехавшие туда чеченцы, ингуши, дагестанцы, адыги пытаются сохранить свою родную культуру, этикет, воспитание, менталитет и так далее. И я понял, что это не то место, где я хотел бы жить. Я вернулся в Россию, я работаю плотно с Кавказом, детей вожу по Кавказским республикам: Чечня, Ингушетия, Дагестан, сейчас Абхазия, Карачаево-Черкесия, чтобы они впитали в себя самый такой концентрат вкусной кавказской культуры. Они знают не только дагестанскую культуру, они вот уже войнахскую, адыгскую, карачаевскую,
Везде они с восторгом реагируют, сравнивают с дагестанской, с лезгинской культурой. Они уже в Москве ходят вот так вот грудь колесом, мы кавказцы, у нас есть этикет, у нас лезгинка, у нас родной язык. У них уже стержень, понимаете, у них уже стержень. И это самое ценное, что мы как родители можем передать своим детям. Это коротко экскурс в то, что я как бы успел сделать за свою жизнь. Надеюсь, что у вас получится больше. Я некогда вот так сидел в студенческой аудитории и слушал тоже лекторов и думал, когда же я начну покорять мир. Мир с тех пор очень сильно изменился, и я бы очень хотел сегодня об этом поговорить, как это все сказывается на народе Абхазии, на абхазской государственности, и что мы должны сделать, чтобы Абхазия, Кавказ, все остальные народы Кавказа в веках не растворились и не исчезли. Мы живем сейчас в глобальном мире коммуникаций, брендов, обмена культурной информацией, голливудских фильмов, единых стандартов во многих сферах. Глобализация, конечно, принесла очень много в плане стремительной модернизации, форсированной модернизации тех народов, которые долгое время как бы считались, что они находятся на периферии, что они сохраняют традиционный уклад жизни. Это Кавказ, это Балканы, это арабский мир. Что произошло с арабами, это просто фантастика, потому что появился Дубай, появился Катар. В Саудовской Аравии строят огромные города через всю страну протяженностью 180 километров. Там степень как бы их погруженности в высокие технологии, она невероятная. Вы видите пример Турции. Что глобализация сделала с Турцией? Турция нашла свое место в глобальном распределении труда, разделение труда, она стала мастерской, торговым, скажем, хабом, да, транспортным хабом. Стамбул, вы видите, какой грандиознейший аэропорт возвел сейчас, поскольку через Стамбул идут коммуникации север, юг, запад, восток. Они вырвали эту конкуренцию у Балкан, у Западной Европы, они выиграли эту конкурентную борьбу. Конечно, глобализация принесла огромные возможности для резкого обогащения и экономического развития. С другой стороны, как вы говорите, стирается полностью национальная идентичность, особенно у тех народов, у которых нет ресурсов для самосохранения. Потом мы видим, как сейчас под влиянием телевидения, интернета, социальных сетей забывается язык. Молодежь практически перестает говорить на родном языке. Это касается не только Абхазии, это общая беда для всего Кавказа. Я уезжаю в дагестанские села, и там уже дети говорят по-русски. Говорят по-русски, если не по-русски на родном языке, то 50% слов это уже русские слова. До начала витка глобализации я видел, это были 90-е годы, передовицу нашей лезгинской газеты. Передовица лезгинской газеты. 90-е годы. На ней было крупным шрифтом написано. Вы можете стать сегодня специалистом по лезгинскому языку, потому что вы переведете, что там было написано. Там было написано Дагустан-Дин, Республика-Дин, Государственный совет-Дин, председатель Магомед Али Магомедов. Вы специалисты теперь по лезгинскому. Это был как бы лезгинский язык после советской модернизации, после советской, скажем, обогащения советской терминологии. Но сейчас, что творит глобализация, это, конечно, ужас. Это полная практически утрата языком, национальной культурой, способности к самовоспроизводству. И здесь мы должны бить тревогу. В чем трагичность судьбы Кавказа? Да? Во-первых, мы одни из древнейших народов в мире. Мы народы, которые жили на своей территории без перерыва на несколько тысяч лет. Но нас опередили в развитии другие народы, которые приходили на Кавказ. Приходили и быстро схватывали какие-то новые технологии. Например, тюрки, которые из севера, из юга примыкают к Кавказу, они получили технологию композитных луков, то есть более дальнобойные луки они изобрели,
И они начали захватывать огромные пространства. И в Северной Евразии, и на Кавказе, как бы эта технология военная, как сегодня Байрактары, оказалась более эффективной в свое время. Монгольская конница, которая за сутки могла преодолеть гораздо больше расстояний, чем славянская конница. Да? Это тоже военная технология, как, допустим, самоходные орудия, к примеру, да? Высокоскоростные. И каждый раз многие народы успевали быстрее схватить какие-то технологии и опережать Кавказ в своем развитии. И, на мой взгляд, ключевой фактор, который привел к тому, что Кавказ консервировался в своих ущельях, но не выходил на открытые просторы и не получал импульса к развитию и не становился крупным народом. Ну, разве кавказцы рожали меньше детей, чем персы? Или кавказцы рожали меньше детей, чем тюрки? Или кавказцы рожали меньше детей, чем славяне? Нет. Но почему те народы росли, а мы не росли? Потому что у всех этих народов была ассимиляционная стратегия. Они осваивали новые пространства, они активно наступали, осваивали новые пространства и переваривали те народы, которые там находились, стремительно увеличивая свою численность. У кавказцев был какой-то блок в сознании. Кавказцы не выходили за пределы Кавказа, кавказцы не вели наступательных походов, не было вообще логики и стратегии наступательных выходов на широкие просторы. И кавказцы не вели ассимиляционную политику. Кавказцы не ассимилировали, не переваривали соседние народы. Это основная характеристика кавказских народов, понимаете? И мы, вцепившись в свои скалы, надеясь сохранить свою родную культуру, идентичность, привязку к могилам предков, мы выстояли на протяжении тысячелетий именно на этих скалах, но мы не получили дополнительного импульса к развитию, мы не стали народами, осваивающими огромные пространства, мы не выросли численно, понимаете? И в этом основная специфика наших народов. И именно поэтому мы оказались объектом влияния со стороны, объектом персидского влияния, тюркского влияния, арабо-мусульманского влияния, грузинского влияния, потому что Грузия тоже пыталась строить экспансионистскую политику, создавать большую, крупную грузинскую державу, да? Влияние со стороны России, теперь уже со стороны Европы. Мы на протяжении тысячи лет, как минимум, являемся объектом влияния со стороны. И больше занимаем оборонительную позицию, нежели наступательную. Но эта оборонительная политика сегодня уже стратегия абсолютно оборачивается проигрышностью для нас. Это было понятно во время войны в Афганистане, когда Советский Союз пытался завоевать Афганистан, потом американцы пытались завоевать Афганистан, а афганцы закрывали страну, они говорили, граница закрыта, телевизоры не смотрим, все выкидываем, гаджеты, телефоны, все выкидываем. А западные державы как вели пропаганду? Они начали разбрасывать с самолетов радиоприемники над Афганистаном, настроены только на одну волну. Только на одну волну, которая вела пропаганду безостановочно, круглосуточно на языке пушту, дари, таджикском там, и так далее, на узбекском, на хазарийском. То есть даже закрытый Афганистан, который был горной цитаделью с закрытыми границами, с суровыми нравами, оказался незащищен, потому что с воздуха начали забрасывать пропаганду, новые мысли, идеи и изнутри переваривать Афганистан. Понимаете, сегодня невозможно выжить, закрывшись на Кавказе. Что касается национализма, то это продукт 19-20 века, политический продукт. До этого народы не делились по национальностям. Да, были разные языки, но объединение народов шло создание государства совершенно на другой основе. Или это включение в состав крупных империй античного мира, там, Римская империя, Персидская империя. Да, язык был один, но никто не ставил вопрос, а кто ты по национальности. Вообще понятия национальности не было. Оно было изобретено в Западной Европе для создания nation states,
То есть одна нация, одно государство. Французы начали объединять вокруг себя соседние племена, чтобы создать nation state France. Немцы начали объединять соседние германские племена и наречия для того, чтобы создать одну нацию государства, Германию. И вся Европа, которая до этого объединялась во всякие там Священную Римскую империю, Австро-Венгрию, там были империи многосоставные, куда входило много разных народов, много языков. Вот, пожалуйста, Бельгия, как наследие той Европы, она трехязычная, там 3 языка, французский, фламандский, немецкий. То же самое Швейцария, наследие той эпохи, когда не создавали nation states, а создавали по экономическим, территориальным, религиозным, экономическим принципам. Да? Там тоже сегодня и французский язык, и немецкий, и романский. И это не мешает им быть одним государством. Не мешает. То же самое Дагестан. Туда входят не только горские дагестаноязычные народы, туда входят и тюрки, кумыки, нагайцы, азербайджанцы, туда входят и персы, и татары, туда входят и семиты, евреи, и до 18 века у нас были деревни, села, которые говорили на арабском языке. То есть Дагестан – это другая логика, не национальная логика создания государственности. А Дагестан, вы знаете, он исторически существует почти как Дагестан, как тюркское название, он существует со времен сельджуков. А до этого он назывался кумыкским словом Тауяк, горная сторона. То есть как явление сообщества горских народов он существует несколько тысяч лет. И он возник не на национальной основе. Вот национализм европейский, просвещенный национализм, который привел к появлению французской нации, германской нации, британской нации, он, конечно, интересный научный политический феномен, который нам нужно изучать, но, к сожалению, попытка его применить в Советском Союзе, в Средней Азии, на Кавказе, она привела к страшным национальным конфликтам. Она привела к тому, что один народ начал ставить свой национализм выше интересов другого народа, начал ассимилировать его, начал уничтожать его культуру, наследие. И плодом этой политики стала грузино-абхазская война, грузино-юго-осетинская война, Карабахский конфликт, события в Фергане, конфликты в Средней Азии. И для нас этот национализм вышел боком, поскольку наши народы все-таки не росли в этой культуре, мы были ориентированы на интернационализм, это совершенно другой подход, на интернационализм, на дружбу народов. Сегодня это ругательный термин, его высмеивают, но тем не менее я за дружбу народов, я за интернационализм. Когда вы изучаете свою родную культуру, но при этом одновременно вы с большим уважением знакомитесь с культурами соседних народов, и вы понимаете, что вы не можете разогревать свой национализм, когда он начинает становиться угрозой межнациональному миру, добрососедству в очень плотном ареале расселения разных народов, будь то Северный Кавказ, Средняя Азия или Большая Россия. Поэтому, когда внутри Кавказа говорят о национализме, когда внутри России говорят о национализме, я становлюсь первым критиком этого подхода. Я говорю, давайте не будем о национализме, давайте будем об интернационализме. Я вас уверяю, беда Кавказа – это разделенность на национальные республики. Беда Кавказа – национализм, въевшийся, этнонационализм, въевшийся в наше сознание. Не выживет ни один кавказский народ, пока будет цепляться только за свою республику, только за свой язык, только за свои проблемы. Без объединения усилий в том, чтобы мы будем делиться друг с другом опытом, перенимать опыт у карачаевского народа, у адыгского, у дагестанского, у осетинского, мы будем делиться сами, создавать открытые платформы. Мы должны внутри Кавказа произвести такую мини-глобализацию кавказскую. И на сегодня мы, конечно, с горечью говорим о том, что размежевание, оно становится необратимым. Как оно происходит между абхазами Республики Абхазия и абхазами диаспоры. Потому что абхазы диаспоры теряют язык, они отуречиваются. То же самое мы видим на примере дагестанцев, которые живут в Турции.
Если они за 150 лет старшее поколение сохранило свой язык, то их дети, ваши ровесники, уже не говорят на родном языке. И я общался с ингушами, с лезгинами, с черкесами, с абхазами, которые уже не знают родного языка. Вот мы жили в Турции, я заходил в школу, завуч говорит, у меня дед адык, черкес. Я говорю, а ты? А я турок. И это стандартная схема везде. Она в том числе и в Азербайджане такая же. Что он говорит, у меня бабушка была лезгинка, дедушка был лезгин. Я говорю, а ты кто? Я азербайджанец. Вот. Это необратимый процесс, он идет на наших глазах. Мы можем развивать трансграничное культурное сотрудничество, мы можем ездить друг к другу в гости, мы можем изучать друг друга с осознанием того, что размежевание усиливается. Значит, адыгов не зря делили на 3 республики, даже на 4 региона, потому что кабардинцы в Кабардино-Балкарии, черкесы в Карачаево-Черкесии, адыгейцы в Адыгее и шапсуги в Краснодарском крае. Всем им составили разные алфавиты, всем им закрепили диалектные наречия, диалектные различия, в алфавитах закрепили, что помогло советской и царской власти избежать создания единого крупного адыгского народа с единым языком, с единым мировоззрением, с единым самосознанием, и помогло устранить угрозу крупного адыгского очага сопротивления на Западном Кавказе. То же самое они сделали с татарами. Огромный ареал расселения татар был разделен на разные области, волости, уезды. И только Советский Союз создал Республику Татарстан, ну, очень маленькую в границах всего, то есть по сравнению со всем ареалом татарского обитания в Северной Евразии. Это имперская логика, как бы мы должны ее понять, любая держава так поступила бы. Турция вообще не допустила создания национальных анклавов на своей территории, а просто распределила адыгов, абхазов, дагестанцев, чеченцев по всей территории проживания самого османского народа. Что делать в этой ситуации? Адыги пытаются сегодня создать единый алфавит. Единый алфавит для кабардинского, черкесского, адыгейского, шапсукского языков. Но, понятно, чиновники этому сопротивляются. Не для того империя создавала отдельные регионы, не для того объединяла кабардинцев с балкарцами, черкесов с карачаевцами, с нагайцами, абазинами, чтобы сегодня дать появиться единому адыгскому субъекту. Ну и кроме того, даже если адыгский субъект возникнет, а что делать карачаевцам? Что делать балкарцам, что делать русским, что делать нагайцам, абазинам, которые там живут? Вот. На сегодняшний момент в России стоит табу на изменение государственных границ, административных границ на Кавказе, потому что малейшая попытка изменения границ приведет неминуемо к конфликту. Потому что национализм очень сильно пропитал наше сознание за советский период и довел ситуацию до таких позорных явлений, как массовые драки, стенка на стенку, карачаевская и черкесская молодежь 90-е годы на улицах Черкесска, события в Кыргызстане, где стенка на стенку сошлись кабардинская и балкарская молодежь, их разнимала Росгвардия, конфликты в Дагестане, ингушско-остинский конфликт, конфликты из-за границы между братскими народами, Чечня и Ингушетия, один народ фактически. Сегодня разогревается ненависть в сетях, в комментариях. Это страшные последствия непродуманной национальной политики большевиков и советского государства. Поэтому на сегодняшний момент мы не ставим никаких вопросов о пересмотре административных границ, но мы должны ставить вопросы о культурном сближении. Да, дискуссии о создании единого алфавита адыгского народа нужно вести. Да, сегодня кумыки, нагайцы, крымские татары, карачаевцы, балкарцы ведут разговор о создании единого ортадиль. Ортадиль срединного тюркского языка, который бы могли читать и крымские татары, и кумыки, и карачаевцы. Эти дискуссии в национальной среде ведутся. Но уход языка,
утеря языка, стирание языка, отмирание языка идет быстрее, чем мы создаем новую альтернативу, новые возможности для развития языка. Поэтому мы в этой войне пока проигрываем. Сегодня невозможно сохранить абхазский язык, просто обороняясь, просто придумывая новые методики его преподавания, в то время, когда огромное количество молодежи сидит в ТикТоках, в Фейсбуках, в Инстаграмах, уезжает на Запад, смотрит западные сериалы, там, голливудские фильмы, слушает музыку. Все, наши языки, в такой стратегии наши языки обречены. Мы должны быть готовы к рывку, к тому, чтобы на нашем кавказском пространстве что-то сотворить новое с языками. Нам нужна языковая реформа. Нам нужно полностью переустроить свое сознание и даже, может быть, социальную структуру своих обществ, и даже, может быть, горизонтальное взаимодействие друг с другом, чтобы Кавказ на молекулярном уровне перестроился. Потому что если мы не перегруппируемся, мы не сможем отразить эту глобализационную атаку. Пришло время глубоких революционных решений. Как Ленин вынужден был провести реформу русского языка, как Ататюрк вынужден был провести реформу турецкого языка, как евреи вынуждены были заново воссоздавать иврит в 40-х годах, умерший язык, так и мы сегодня должны перестроить вообще свою языковую политику. У меня нет готового ответа, мы должны найти его вместе. Мы должны перестроить логику вообще сохранения национальной культуры, развития национальной культуры. Мы должны горизонтальные коммуникации и взаимодействие кавказских народов вывести на новый уровень, придать совершенно другую логику. Возможно, придется нам идти на интеграцию, возможно, придется адыго-абхазский мир единый создавать. Возможно, придется сближать языки, сблизить языки, и, возможно, придется выплавлять единый язык. Возможно, дагестанцам, чеченцам, ингушам тоже придется пойти на этот шаг. Понимаете? Не выжить народом меньше миллиона. Пока мы будем сохранять вот эту свою стратегию прятать голову в песок и думать, что мы, там, обучая 3-4 детей в месяц, сможем сохранить родной язык, родную культуру. Теперь вопрос по поводу сохранения языков с помощью цифровых технологий. Естественно, то, что мы сможем сейчас оцифровать, сохранится на века. Вот очень много умерших языков на планете Земля, очень много. Но иврит, который был умершим языком, он выжил благодаря тому, что он был оцифрован в технологиях того времени. На нем было написано Священное Писание, Тора и Талмуд. То, что он, как в письменной культуре, был зафиксирован в огромном количестве копий по всему миру, позволило сохранить иврит до 40-х годов 20 века и начать его восстановление. Но евреи смеялись: как вы будете восстанавливать мертвый язык? Но это же религиозный текст, вы даже не сможете, используя этот язык, пойти в кассу и купить билет на поезд. Нет таких слов в иврите: билет, поезд, железная дорога, касса, кассир, билетер. Нету таких слов, там термины только пророки, там Бог, откровение и так далее. И тем не менее они воссоздали свой умерший язык, потому что он был зафиксирован. Справедливо и то утверждение, что без языковой реформы мы не сможем дальше развиваться. Я объясню почему. Наши языки аграрные по своему составу, лексическому, словарному запасу. Допустим, в моем родном языке есть 15 слов, обозначающих ягнят разного возраста. Такой ягненок, сякой ягненок. Половину этих слов мы уже забыли, но у нас есть кел, у нас есть кар, у нас что еще есть? Много других слов. Зрелая овца, допустим, баран, да? У нас есть обозначение, допустим, быков разной степени зрелости, да? То же самое к домашней птице относится. Есть сциб, есть ферей, есть верч и так далее. Состояние земли, разной степени готовности к пахоте, к засеву.
Но у нас вообще отсутствует лексический пласт, касающийся управления государством, современных компьютерных технологий, современной экономики. У нас нет слов парламент, у нас нет слов президент, депутаты, секвестр, пролонгирование, там, маркетинг, менеджмент, не знаю, банковские операции. У нас ничего этого нет. Когда я пытаюсь говорить на родном языке о современных проблемах, я говорю, извините, братья, говорю, сестры, я не могу дальше говорить на родном языке. У меня нет лексического запаса, аппарата нет, чтобы говорить на родном языке. Я вынужден переходить на русский язык. И я убежден, что эта проблема, я знаю, точно знаю, что эта проблема существует перед каждым народом Северного Кавказа. Вы послушайте, как Рамзан Кадыров, один из немногих глав Северо-Кавказских республик, который на родном языке проводит государственные совещания, да, со своим правительством. Послушайте, как Рамзан Кадыров разговаривает на родном языке. Когда дело касается наказать молодежь, наставить ее, полностью чеченский язык. Когда дело касается взаимодействия Государственный совет, полпред ВСКФУ, сенаторы, депутаты, спикеры, Конституционный суд, он, естественно, вынужден применять русскую терминологию. Без реформы языка мы не сможем дальше развиваться. Мы должны наработать огромный запас современных терминов на нашем родном языке. Мы все дети Советского Союза, потому что мы все живем в логике советского государства до сих пор. А вот государство тогда создало нам алфавит, помогло. А вот государство создало нам газеты на родном языке, а вот государство создало педагогические факультеты, университеты, то есть факультеты по подготовке педагогических кадров в университетах, да, на родном языке. Газеты, телевидение, национальная интеллигенция, поэзия, систематизация нашего песенного, устного народного творчества, книги выходили. Советский Союз – феноменальная, уникальная страна, которая вроде бы выселяла народы, создавала национальные будущие конфликты, закладывала в Средней Азии, на Северном Кавказе, объединяя неродственные друг другу народы, соседние. При этом Советский Союз вложил огромные средства в развитие национальной культуры. И как сегодня говорит Владимир Путин, Советский Союз заложил под себя бомбу, которая его взорвала и уничтожила. Что Советский Союз развивался на сознании узбеков, украинцев, прибалтов, армян, азербайджанцев. Что этого делать было нельзя. Вот проследите эту логику, пожалуйста. Да? Что развитие национальной культуры привело к развитию региональных национализмов. Национализма армянского народа, национализма грузинского народа, национализма азербайджанского народа, узбекского, таджикского, кыргызского, казахского, украинского, молдавского, белорусского и так далее, и прибалтского. Теперь смотрите, теперь логика российского государства изменилась. Теперь российское государство не повторяет ошибок советского государства. Оно перестало вкладывать деньги в развитие национальной культуры. По остаточному принципу существуют газеты на родных языках, и еще факультеты существуют, которые готовят педагогические кадры, но книги уже почти не выпускаются. Приходится ждать десятки лет, пока выйдет новый учебник. Те уже истрепались. Нет никаких методичек новых для родного языка, нет никакой стимулирующей программы по развитию новых подходов к сохранению языка. Эта государственная поддержка умерла. И Абхазия развивается в полном соответствии с логикой развития российского государства. Потому что Абхазия пристегнута, как рыба прилипала к российскому государству, да? Как крупные рыбы. Таковы реалии. Сегодня мы живем в капиталистическом обществе, где все монетизируется и все просчитывается. Вот сидит российский министр финансов Силуанов, у которого денег не вырвать ни Шойгу, ни другим министрам. Там он сидит вот так вот, держит бюджет и говорит, никому не дам сверхустановленных норм. Да? И вот он спрашивает, а что нам дает развитие родных языков Кавказа? Что? Нам это дает новую прибыль российской казне? Нет, не дает, только одни расходы.
Нам это дает вывод российских товаров на международные рынки? Нет, не дает. Нам это дает захват новых геополитических плацдармов в Сирии, там, в Восточной Европе, в Северной Африке? Дает нам развитие лезгинского там или ингушского языка? Нет, не дает. А зачем нам это финансировать? Зачем, если это повторение ошибок Советского Союза? И как бы российский чиновник перенял эту логику, что мы ждем, пока это тихо растворится. Я задаю вопрос министру культуры на Первом канале, Владимиру Мединскому. Я говорю, почему сегодня на российском телевидении нет песен, театральных постановок, фильмов на родных языках? Ведь были в Советском Союзе песни на узбекском языке, на азербайджанском, на грузинском, на армянском. Где сегодня песни на чеченском, на лезгинском, на ингушском, на карачаевском, на кабардинском? Вы знаете, что он мне ответил? Он сказал, мы сейчас придерживаемся концепции, что национальная культура должна развиваться в национальных республиках. Если вы хотите ознакомиться с татарской культурой, езжайте в Татарстан. А хотите ознакомиться с ингушской, езжайте в Ингушетию. То есть государство сегодня идет по пути создания национальных резерваций, как в Северной Америке были созданы резервации для индейцев. И ингуши, татары, чеченцы, дагестанцы не имеют права на то, чтобы образцы их культуры, которыми мы гордимся, звучали на федеральных каналах, и остальные народы России узнавали бы нашу культуру. Перед государством стоит другая задача – постепенно растворить все народы Российской Федерации в едином русском языке, в единой русской культуре. Поскольку для государства это экономически выгоднее. Чем меньше национальных барьеров, тем лучше, тем экономится бюджет. Тем прозрачнее вот эти процедуры, каналы управления государством. В Абхазии чиновники придерживаются той же самой логики. Никто сегодня не будет выделять бюджеты на сохранение умирающего и ненужного наследия. Если бы абхазский язык приносил дополнительную прибыль, в него бы вкладывались, как вкладываются в майнинговые фермы. Но абхазский язык прибыль не приносит, он только пожирает деньги, он затратный проект, понимаете? Поэтому логика глобализации диктует нам, что все, что требует дополнительных расходов и не приносит прибыль, должно исчезнуть. Возможно, в будущем, если логика развития не изменится, абхазы станут народом, говорящим только на русском языке и помнящим, что они когда-то были носителями своего языка. Вы будете смотреть на образцы своей литературы, как на, не знаю, труды африканских племен. О, интересно, но ничего не понятно. И вот смешную аналогию проведу. Это трагично, конечно, то, о чем мы сейчас говорим, но мы должны сделать больно каждому сердцу, чтобы эта боль вытолкнула вас, как говорят, из зоны комфорта и заставила делать революционные прорывы. В 90-х годах в Махачкале была команда КВН, которая называлась «Черные русские». Ну, такая самоирония, но на самом деле дагестанцы быстрее других переходят на русский язык, и мы уже русские. Мы русские в городах, в Махачкала, Хасавюрт, Дербент, мы говорим только на русском языке. У нас нет другого языка для межнационального общения. Вот у меня идет друг, аварец, там, даргинец, лакец, тавасарец, как мне с ними разговаривать? Только русский язык. Мы уже русские по своему менталитету, языку, культуре, но мы черные русские и носатые русские. Еще умеем бороться и в ММА. Английский язык сегодня развивается, и глобализация развивается стремительно. Почему? Потому что они придумали механизмы монетизации Инстаграма, механизмы монетизации Ютуба, механизмы монетизации Телеграма и механизмы монетизации вообще всей их банковской, всей их экономической системы. Ты вливаешься, и ты реально получаешь шансы заработать больше денег. Экономические стимулы одни из самых мощных. Если вы не придумаете экономический стимул, механизм монетизации, развития абхазской культуры и языка, а это архисложная задача в ареале обитания 150-200 тысяч человек, это архисложная задача. Потому что придется потратить гораздо больше денег, чем здесь обитает людей.
Гораздо проще объединить потенциал всего Кавказа и придумать там допустим, 10 миллионов кавказцев и потратить на душу населения меньше денег. Понимаете? Экономически это правильно не будет. Но кавказские народы супернационалисты, супер возгордившиеся, супер мега самовлюбленные. Предложить кавказцу отказаться от части своего языка, предложить Кавказу отказаться от части своего, от части своей гордыни и слиться с другим народом, да, это невероятно сложная задача. Этот национализм, этнонационализм, он нас погубит. Разделенность на национальные республики и квартиры. Побеждают те народы сегодня, которые объединяются. Вы посмотрите, что происходит в тюркском мире. Азербайджанцы и турки говорят: «Бир милет акилиулет». Один народ, два государства. У них языковые различия больше, чем между адыгскими народами. Если стоит задача сохранения абхазского языка во всем его богатстве, во всех его гранях, во всех его проявлениях, нужна языковая революция, нужна языковая реформа. Для этого нужно напряжение сил. Не чиновников, они вам не помогут. Чиновнику, чем меньше его трогают, чем меньше от него требует бюджет, тем ему спокойнее живется. И он будет устранять все вызовы, все угрозы, все раздражители, которые постоянно требуют от него что-то делать. Вот он будет крепко, вцепившись в свое кресло, сидеть, и любой, кто из вас будет подходить с требованием что-то делать, выделить бюджет, начать более активную политику, он будет просто нейтрализовывать вас. Потому что это его логика выживания. Это не только Абхазии касается, это везде, включая и Европу. Выживать нам придется силами общественников, и силами меценатов, и силами бизнесменов, которые, вот таких, как НАРТ, тоже разработчиков, которые придумывают механизм монетизации. Стратегическая наступательная инициатива для народов Кавказа на культурном поле, на общественном поле, на экономическом поле может дать шанс нашим народам на сохранение уникальной кавказской цивилизации во всем ее многоязычии. Но языки должны пройти через реформу. Я понимаю, это требует средств, это болезненно. Нам придется переучиваться, многие слова произносить по-новому, выучивать новые слова. Допустим, в лезгинском языке нет слова даже читатель, понимаете? И лезгинские журналисты вынуждены сами выдумывать это слово, предлагать его читателям лезгинской газеты и встречать отторжение. Да что это такое, что вы творите с нашим языком? Но без этого язык не будет развиваться. Мы живем в интересную эпоху. На наших глазах просто происходит землетрясение. Глобальное землетрясение. И, к сожалению, малые народы, немногочисленные народы не смогут иначе выжить, кроме как консолидировавшись друг с другом и кроме как прильнув к большим крупным державам, которые являются для нас дружественными и союзническими. Для Абхазии это особенно актуально, потому что вы отстояли свою государственность почти 30 лет назад, вы гордость Кавказа, ваши жертвы — это герои Кавказа, они отданы не зря, потому что это продолжение нашей вековой борьбы за обретение своей государственности, это мечта каждого кавказского народа. Но сейчас Всевышний распорядился так, что абхазы первыми получили этот уникальный шанс, и вы должны сохранить свою государственность, вы должны ее развивать, сделать более устойчивой, обеспечить безопасность государства своего, и безопасность границ, и безопасность коммуникации, экономического и политического сотрудничества с соседями, несмотря на боль исторической памяти. Я говорю сейчас о Грузии. И, естественно, народы Северного Кавказа, оказавшиеся в составе России, должны преодолеть эту боль, трагедии исторической памяти Кавказской войны и вложить все свои силы в укрепление российского государства и его устойчивое развитие, установление добрососедских отношений со всеми соседями. Давайте представим параллельный Кавказ. Параллельная, альтернативная история. Параллельный Кавказ. Существуют независимые кавказские микрогосударства. Нохчичо, Алрайчо, Дагестан, Кабардей, я извиняюсь, Карачай, Балкария там, и так далее. Плюс там
Шапсуги, Убыхи, все это существует. Существует Абхазеты, как говорят грузины, Абхазия существует, Апсны. Что было бы следующим шагом логическим для развития Кавказа? Только логика развития Евросоюза. Стирание взаимных границ, устранение всяческих барьеров, культурный обмен, экономический обмен, свободное перемещение товаров, капиталов, людей, идей и так далее. Никакой другой альтернативы, кроме как открытия границ и объединения потенциалов, не существует. Дорогие друзья, искренне вас благодарю. Для меня самого было это